Что если волк способен помнить добро и возвращать долг, как человек? В 1997-м охотник из сибирской тайги нашел у своего порога умирающего волчонка, которого принесла ему волчица, бросила и ушла. Он выходил его, вернул в лес и забыл об этом случае навсегда. Но волчица не забыла. Спустя 7 лет, когда охотник оказался один на один со смертью в замерзшей тайге, она пришла снова. И не одна. Егор Савельев нашел щенка утром 23 ноября, когда вышел колоть дрова. Прямо на нижней ступеньке крыльца лежал серый комок размером с мужской кулак. Щенок не двигался. Егор решил, что он уже мертв, и наклонился только для того, чтобы убрать тельце с дороги. Следы на свежем снегу вели от леса прямо к крыльцу и обратно, но пальцы ощутили слабое тепло и едва заметное движение ребер. Егор оглядел крупные, четкие, с характерным когтевым отпечатком. Волчьи следы. Один зверь, судя по размеру. Крупная самка. Она подошла к дому ночью, положила щенка у двери и ушла. Это не укладывалось ни в какую логику, которую Егор знал за 20 лет жизни в тайге. Он занес щенка в дом. При свете керосиновой лампы стало понятно, насколько плохо дело. Волчонок был истощен до такой степени, что кожа обтягивала ребра без единой жировой прослойки. Левая задняя лапа выглядела неестественно. Скорее всего, перелом, уже начавший срастаться неправильно. Дыхание было частым и поверхностным, температура тела критически низкой. Егор определил это без градусника, просто потому, как щенок холодил ладонь. Ближайший ветеринар находился в 120 километрах в поселке Усть-Кемь. Егор был один, как и всегда в ноябре. Дорогу занесло 3 дня назад. Снегоход с прошлой осени стоял разобранным в сарае, а рация выдавала только треск. Он уложил щенка в ящик из-под инструментов, набитый старыми фуфайками, и поставил его у печи. Накапал в пипетку теплой воды с медом и по капле вливал щенку в угол пасти каждые полчаса. Щенок не глотал осознанно, срабатывал только рефлекс. Егор не спал в ту ночь. Сидел рядом с ящиком на низком табурете и слушал дыхание. Не потому что надеялся, а потому что уйти казалось неправильно. К утру щенок не умер. Это само по себе было неожиданностью. На 3-й день волчонок впервые открыл глаза. Они оказались светло-желтыми, почти янтарными. Он не вырывался и не скулил, когда Егор осматривал лапу. Просто смотрел с тем особым немигающим вниманием, которое бывает только у диких животных и маленьких детей. Егор назвал его серым. Не потому что долго думал над именем, а потому что другого слова просто не нашлось. Лапу он выправил сам, зафиксировал 2 щепками и примотал полосками от старой рубахи. Кормил сначала бульоном, потом мелко порубленным мясом. Через 2 недели Серый уже ковылял по избе, опрокидывая все, до чего мог дотянуться. Через месяц бегал во дворе, через 3 исчез. Егор не искал его, он понимал, что так и должно было случиться. Волк не становится собакой от того, что провел зиму у печки. Он проверил двор, убедился, что лаз в заборе достаточно широкий, чтобы Серый прошел не поранившись, и вернулся в дом. На этом, как он думал, история закончилась. Он ошибся на 7 лет. Люди в поселке узнали об этой истории случайно, когда Егор приехал за солью и патронами в феврале и упомянул про волчонка вскользь, как про незначительный эпизод. Реакция оказалась неожиданной. Фельдшер Антонина Рябова сказала, что он сумасшедший. Охотник Петр Гущин, с которым Егор знался 20 лет, покрутил пальцем у виска и объяснил, что выкармливать волка все равно, что растить в доме пожар. Мол, вырастет и задерет скотину, а то и хуже. Егор выслушал, купил соль и патроны и уехал обратно в тайгу. Он не считал себя человеком, который любит животных больше людей. У него не было сентиментальности по отношению к дикому зверю. 20 лет промысловой охоты вылечивают от этого надежно. Он добывал соболя, лося, боровую птицу. Делал это чисто и без лишних мыслей. Но в случае с волчонком сработало что-то другое. Не жалость, а что-то ближе к обязательству. Зверь был принесен к его порогу. Это что-то значило, даже если он не мог объяснить, что именно. Тем же летом Егор обнаружил, что волчица продолжает держаться рядом с его участком. Он видел ее следы на песчаном берегу ручья в полукилометре от избы. Один раз заметил ее саму. Серый силуэт на опушке, неподвижный, наблюдающий. Она не приближалась и не уходила, просто присутствовала на расстоянии, как будто следила за тем, что происходит с ее щенком. Егор начал оставлять обрезки мяса у края вырубки. Не каждый день, не по расписанию, просто когда разделывал добычу и оставалось лишнее. Утром мясо исчезало. Он не видел, кто забирает, и не пытался увидеть. Это продолжалось все лето. В сентябре следы у ручья пропали. Егор решил, что волчица ушла на новый участок вместе с выжившими щенками, если они вообще были. Больше он ее не видел. Серый вернулся однажды в октябре того же года. Егор узнал его сразу, по неправильно сросшейся задней лапе, которая давала едва заметную асимметрию в следе. Молодой волк обошел двор по периметру, задержался у сарая и ушел, больше не появлялся. Егор воспринял это спокойно, как подтверждение того, что все сделано правильно. Зимой того года он нашел на своем участке 2 мертвых волков, самца и перья. Оба погибли от браконьерских петель, поставленных кем-то с соседнего района.
Егор снял петли, все 17 штук, которые нашел на протяжении 8 километров. Сообщил в районную охотинспекцию. Инспектор приехал через 3 недели, составил протокол и уехал. Больше ничего не произошло. Егор продолжал жить так же, как жил. Один в тайге, с сезона на сезон. Ему было 43 года, и он не планировал ничего менять. У него не было семьи. Жена ушла еще в 92-м, сказав, что не может жить там, где до ближайшего магазина 100 километров по грунтовке. Он не осуждал ее за это. Дочь выросла в городе, звонила на праздники, иногда присылала письма. Этого ему хватало. Тайга давала ему все, что он считал необходимым: работу, тишину и понятный порядок вещей. Зверь ведет себя предсказуемо, если знаешь правила. Люди значительно реже. Он не думал о волчице и о сером годами. Были другие зимы, другие сезоны, другие следы на снегу. Жизнь шла в своем ритме, и ничто не указывало на то, что этот ритм однажды прервется. Но тайга ничего не забывает, и долги в ней возвращают точно. Зима 2004-го пришла рано и сразу всерьез. К середине октября снег лег плотно, температура упала до минус 28 и больше не поднималась. Егор готовился к сезону с августа. Заготовил дрова, проверил снаряжение, запасся крупой, солью и патронами на 4 месяца вперед. Все шло по привычному распорядку. В начале ноября он начал плохо спать, не из-за холода и не из-за тревоги. Просто просыпался в 3 часа ночи и лежал с открытыми глазами до рассвета. Это было новым. За 20 лет в тайге он привык спать как зверь. Быстро, глубоко, без сновидений. Теперь что-то изменилось. Он списал это на возраст. В том году ему исполнилось 50. На 15-й день такого режима он почувствовал, что что-то не так с сердцем. Не боль, скорее перебои. Ритм сбивался несколько раз в день, на секунду-две, как будто мотор пропускал такт. Егор знал этот симптом. Его отец умер от инфаркта в 54 прямо на огороде, без всяких предупреждений. Дядя Штяда в 50 всего, в 51 тоже быстро. Он достал из аптечки нитроглицерин, который возился с собой последние 2 года на всякий случай, и переложил его в нагрудный карман рубашки. Больше он ничего не предпринял. Ехать в поселок из-за перебоев в сердце казалось ему избыточным. Он продолжал выходить на участок, проверять ловушки, заготавливать дрова. В конце ноября случился первый серьезный приступ. Егор шел по лесу с ружьем в 2 километрах от избы, когда сердце вдруг сжалось и перестало на несколько секунд. Он успел опереться на дерево, стоял не двигаясь, пока ритм не восстановился. Потом медленно вернулся домой, сел у печки и просидел так час. Ночью он впервые за много лет написал письмо дочери. Не тревожное, просто рассказал, как идет сезон, описал погоду, упомянул, что нашел на участке следы рыб. В конце добавил, что аптечку пополнил и что рация работает по утрам. Это был его способ сказать, что все под контролем. Он запечатал письмо и положил на полку, до следующей оказии в поселок. Приступы повторялись раз в 3-4 дня. Каждый раз Егор останавливался, ждал, шел дальше. Иногда кажется, что долг возвращает только волчица, но на самом деле и технологии могут удивить. Загляните на playprofit.com, где собраны все самые популярные нейросети по одной подписке. А если зарегистрируетесь сегодня, получите бонус 500 токенов. Ссылка в описании. Он не позволял себе менять маршруты или сокращать работу на участке. Логика была простой. Если лечь и ждать, замерзнешь, проголодаешься, сойдешь с ума от тишины. Движение держало его в норме лучше любого лекарства. Но в ночь на 7 декабря что-то пошло не так по-настоящему. Егор проснулся в 2 часа ночи от давления в груди, которое не проходило. Он принял нитроглицерин. Через 10 минут принял второй. Давление немного отпустило, но не ушло. Он лежал на спине, слушал, как гудит печка, и понимал, что до утра еще 5 часов рация заработает не раньше 7, а снаружи минус 34. Он встал, оделся и разжег печь сильнее. Поставил на огонь воду, заварил чай, сел за стол. Записал в тетрадь время, симптомы и дозы лекарства. На тот случай, если утром кто-то будет разбираться в произошедшем. Потом положил тетрадь на видное место и стал ждать рассвета. За окном стояла абсолютная тьма и мороз. И полная тишина. Та особенная зимняя тишина тайги, в которой не слышно ничего живого. Рация вышла на связь в 7:23. Егор передал свое местоположение и состояние дежурному в Усть-Кеме коротко и без лишних слов. Перебои сердца, нитроглицерин принят дважды, самостоятельно передвигаться может. Дежурный ответил, что вертолет санитарной авиации будет не раньше, чем через 2 суток. Погода в районе закрытая, видимость нулевая. Посоветовал не двигаться, беречь тепло и выходить на связь каждые 3 часа. Егор поблагодарил, выключил рацию и посмотрел на термометр за окном. Минус 36. Дрова в запасе на 4 дня, еды на неделю, лекарства на 1 дозу. Он решил выйти за дровами в сарай, пока есть силы. Оделся, вышел во двор и сразу остановил. У ворот стоял волк. Крупный, светло-серый, с темной полосой вдоль хребта. Стоял неподвижно и смотрел на Егора прямо, без той боковой настороженности, которая характерна для дикого зверя при виде человека. Левая задняя лапа стояла чуть иначе, чем правая, едва заметная асимметрия. Егор смотрел на эту лапу несколько секунд, прежде чем поднял взгляд обратно на морду зверя. Серый. 7 лет спустя.
Они смотрели друг на друга, наверное, с полминуты. Потом волк повернул голову в сторону леса и снова посмотрел на Егора. Сделал 3 шага в направлении деревьев и остановился. Снова повернул голову. Егор хорошо знал этот язык. Он видел также ведущих собак, которые показывают направление. Видел, как лосиха уводит теленка от опасности. Смысл был однозначным. Он вернулся в избу, взял ружье, рюкзак с аптечкой и запасными патронами, надел второй слой одежды. Подумал секунду и взял рацию. Оставил на столе записку с датой, временем и направлением. Сейд на северо-запад, куда показывал волк. Закрыл печную заслонку, чтобы дрова тлели дольше, и вышел. Серый ждал у края двора. Когда Егор закрыл за собой ворота, волк двинулся вперед. Не быстро, но ровно, с постоянной оглядкой назад. Темп был такой, что Егор мог идти не напрягаясь. Это тоже было странно. Дикий зверь в движении не подстраивается под человека. Они шли около 40 минут. Егор следил за своим дыханием и пульсом. Ровно, без перебоев. Мороз обжигал лицо, снег под ногами был плотным, нас держал хорошо. Серый шел впереди метрах в 15, иногда останавливался и ждал. На подходе к замерзшему руслу реки Егор услышал звук снегохода. Сначала далеко, потом ближе. Серый остановился, поднял голову и неподвижно стоял, пока звук не стал отчетливым. Потом быстро ушел в лес и исчез. Через 7 минут из-за поворота реки вышел снегоход. За рулем сидел Петр Гущин, тот самый, который 7 лет назад крутил пальцем у виска. Гущин ехал на свой участок и решил срезать пару. Никакого отношения к вызову по рации он не имел, да просто оказался в нужном месте. Увидел Егора на открытом льду, остановился и сразу понял по его лицу, что дело серьезное. Егор сел в сани позади снегохода. Пока Гущин разворачивал машину, он смотрел на лесной край, куда ушел Серый. Там никого не было. Только ровная линия деревьев и следы на снегу, 4 лапы с едва заметной асимметрией левой сзади. В поселке фельдшер Антонина Рябова сделала кардиограмму и сразу вызвала вертолет уже не через 2 суток, а срочно. Диагноз подтвердился в районной больнице. Острый инфаркт миокарда, начавшийся еще ночью. Врач сказал Егору, что если бы он провел в избе еще 8-10 часов, исход был бы другим. Егор лежал в больничной палате и думал о том, что Серый вышел к его двору именно в то утро. Не накануне, не через день. В то самое утро, когда счет шел на часы. В больнице Егор пролежал 23 дня. Потом еще месяц жил у дочери в Красноярске. Она настояла, и он не стал спорить, потому что сил спорить не было. Дочь звали Наташа, ей было 28, она работала бухгалтером и жила в 2-комнатной квартире на 5-м этаже. Егор спал на раскладушке в ее кабинете среди стопок бумаг и папок с документами. Город давил на него физически. Не шум, к шуму он привык быстрее, чем ожидал, давило отсутствие горизонта. Со всех сторон стояли дома, и взгляд упирался в стены на расстоянии 50 метров. В тайге он привык видеть на километр вперед. Здесь это ощущение пространства исчезло, и вместе с ним исчезло что-то важное во внутреннем равновесии. Наташа предлагала остаться насовсем. Говорила, что найдет ему работу сторожем или смотрителем, что рядом с городом есть поселки, где можно снять дом с огородом. Егор слушал, кивал и думал о том, как выглядит его изба в феврале. Заметенная снегом до половины окон, с промерзшей землей вокруг и следами на нать. В начале марта он сказал Наташе, что возвращает. Она не удивилась, да, только попросила взять с собой новую рацию, которую купила сама, японскую, с расширенным диапазоном и аккумулятором на 72 часа. Егор взял рацию, пообещал выходить на связь каждое воскресенье и уехал. Изба встретила его нетопленным холодом и слоем инея на внутренних стенах. Он 3 часа разгонял печку, прежде чем температура поднялась до приемлемой. Запасы оказались нетронутыми, никто не приходил за зиму. Снаряжение лежало там, где он его оставил в декабре. На следующее утро он вышел во двор и обнаружил следы. Свежие, ночные, четкие на подмерзшем насте. Один зверь обошел двор по периметру, точно по линии забора снаружи, и ушел в сторону леса. Размер следа был крупным, лапа широкая. Левый задний след немного отличался от правого. Егор стоял и смотрел на эти следы долго. Потом зашел в сарай, взял кусок мяса из мороженых запасов, лосятину, заготовленную еще осенью, и положил у ворот на снег. Вернулся в избу и стал топить печку. Утром мясо исчезло. Он не пытался увидеть, кто взял. Не устраивал засаду, не выходил ночью с фонарем. Просто клал мясо у ворот через день и каждый раз находил место пустым к утру. Это продолжалось весь март. В апреле, когда снег начал оседать и следы стали менее четкими, Егор впервые увидел Серого снова. Волк стоял на опушке в 100 метрах от двора, в той же позе, что и в декабре, прямо без боковой настороженности, глядя на Егора в открытую. Рядом с ним стояли еще 2, моложе, меньше размером. Скорее всего, прошлогодние щенки. Егор не двигался. Волки тоже стояли неподвижно около минуты. Потом Серый развернулся и ушел в лес, и молодые ушли следом. Больше в ту весну они не появлялись. Но следы вокруг двора Егор находил регулярно. Раз в неделю, иногда часть. Стая держала его участок в поле зрения. Он не знал, как это объяснить, и не пытался. Просто принял как факт. Так же, как принимал погоду и смену сезона. Кардиолог в районной больнице велел ему приезжать на осмотр каждые 3 месяца. Егор приезжал каждые 4.
Сердце работало ровно. Рубец на миокарде затянулся чисто, без осложнений. Врач говорил, что для человека, перенесшего такой инфаркт в таких условиях, он держится неправдоподобно хорошо. Егор не объяснял врачу, почему выжил. Это потребовало бы слишком долгого разговора о вещах, которые в медицинскую карту все равно не записывают. Следующие 3 года прошли без событий, которые стоило бы записывать. Егор жил в своем обычном ритме. Сезон за сезоном, участок, ловушки, заготовки. Сердце держало. Рация работала. Каждое воскресенье он выходил на связь с Наташей, говорил несколько минут и отключал. Стая Серого держалась в радиусе 5-6 километров от его избы. Егор знал это по следам и по тому, как вели себя другие звери на участке. Косули и лоси обходили определенные зоны стороной, что указывало на постоянное волчье присутствие. Самого Серого он видел редко, 2, от силы 3 раза в год. Всегда на расстоянии, всегда ненадолго. В 2006-м на соседний район пришли новые охотники. Артель из 8 человек с лицензиями на лося и разрешением на отстрел волков как вредителей. Формально все было законно. Фактически они выбили за один сезон 4 волков на территории, граничившей с участком Егора. Он нашел туши в феврале, когда обходил дальний край своих угодий. Среди 4 погибших был крупный самец с темной полосой вдоль хребта. Егор осмотрел заднюю левую лапу. Это был не Серый. Лапа была правильной, без следов старого перелома. Он вернулся в избу и долго сидел у печки. Облегчение от того, что Серый жив, смешивалось с чем-то тяжелым. Осознанием того, что стая потеряла зверя и что он ничего не мог с этим сделать. Он написал жалобу в охотинспекцию. Ответа не получил. Весной того же года Серый появился у двора снова. Один, без молодых. Сел на снег в 30 метрах от ворот и смотрел на Егора минуты 3. Потом встал и ушел. Егор заметил, что волк заметно постарел. Шерсть на морде стала светлее, движение чуть тяжелее, чем раньше. Серому было около 9 лет. Для дикого волка это уже немало. В 2007-м Егор впервые за много лет взял помощника на сезон. Парень из поселка, 22 года, звали Димой. Приехал подработать, ничего в охоте не понимал, но был выносливым и не задавал лишних вопросов. Последнее Егор ценил особо. Дима прожил в избе 3 месяца, с сентября по ноябрь. В октябре Дима первый раз увидел Серого. Они возвращались с дальнего обхода, когда волк вышел на тропу метрах в 20 впереди. Дима замер и потянулся к ружью. Егор положил руку ему на плечо и покачал головой. Они стояли, волк стоял. Через минуту Серый ушел с тропы в лес. Дима спросил, почему нельзя было стрелять. Егор объяснил коротко. Этот конкретный зверь не трогать. Дима кивнул и больше не спрашивал. Но вечером у печки все-таки не выдержал и попросил рассказать историю про волчонка, которую слышал от кого-то в поселке краем уха. Егор рассказал. Без лишних деталей, коротко, пэштет. Нашел щенка, выходил, отпустил, волк вернулся в декабре 4-го года и вывел его к Гущину. Дима слушал молча, потом долго смотрел в огонь и сказал, что не верит в такие вещи. Егор ответил, что он тоже не верил. До декабря 4-го года. Дима уехал в ноябре, когда начались настоящие морозы. Обещал вернуться на следующий сезон, но не вернулся. Нашел работу в городе. Егор не удивил. Молодые редко возвращались в тайгу добровольно. Зима 2007-го прошла тихо, сердце не беспокоило. Рация работала исправно. По воскресеньям Наташа рассказывала про свою жизнь в Красноярске. Работа, знакомые, планы. Он слушал и отвечал коротко. Этот ритм устраивал их обоих. Следы Серого появлялись у двора каждые 2-3 недели. Егор перестал класть мясо у ворот. Не потому, что решил прекратить. Просто как-то само собой вышло, что последний раз положил и забыл про долг. Стая справлялась сама. Участок у нее был богатый, и голодных зим в те годы не случалось. Жизнь шла своим чередом. Ничто не указывало на то, что она снова изменит. Но Егор уже знал, что тайга не предупреждает заранее. Она просто однажды приходит к твоему порогу и ждет. Весной 2008-го на участке Егора появился чужой человек. Егор обнаружил его следы в конце апреля. Тяжелые ботинки с рифленой подошвой, шаг широкий, уверенный. Человек шел не по тропе, а напрямик через лес, что говорило о том, что местности он не знает, но идет целенаправленно. Следы вели к дальнему краю участка, где Егор держал несколько капканов на соболе. Капканы оказались сняты. Все 7 штук. Аккуратно, с пониманием механизма, без полома. Профессиональная работа. Рядом со снятыми капканами Егор нашел окурок сигареты и след от небольшого костра. Человек ночевал здесь, судя по всему, одну ночь. Он обошел периметр участка и нашел еще 2 точки, где кто-то останавливался. В одном месте срезанные молодые елки. 3 штуки явно для настила. В другом следы волочения, как будто тащили что-то тяжелое в сторону реки. Егор вернулся в избу и вышел на связь с охотинспекцией. Инспектор сказал, что в районе работает бригада, которая занимается незаконным отловом соболя, и что уже поступали жалобы от 2 других охотников. Пообещал разобраться. Егор знал цену таким обещаниям, но других вариантов не было. Через 4 дня незнакомец пришел к избе сам. Егор увидел его в окно. Мужчина лет 45, плотный, в хорошей экипировке, с рюкзаком. Шел со стороны леса открыто, не таясь. Постучал в дверь. Егор открыл с ружьем в руках. Ненаправленным, просто держал. Незнакомец посмотрел на ружье, потом на Егора и представился. Валерий из Иркутска, промысловик.
Сказал, что его бригада работает в этом районе по договоренности с районной администрацией и что у них есть все необходимые бумаги. Егор попросил показать бумаги. Валерий сказал, что бумаги у старшего бригады, который остался на базе в 20 километрах севернее. Предложил съездить и показать. Егор сказал, что снятые капканы нужно вернуть до вечера. Валерий ответил, что капканы не трогал и не знает, о чем речь. Они смотрели друг на друга молча около минуты. Потом со стороны леса донесся звук. Негромкий, низкий, не вой, скорее что-то среднее между рычанием и предупреждением. Валерий повернул голову. На опушке, метрах в 60 от избы, стояли 3 волка. Серый был в центре. Крупный, светло-серый, неподвижный. Двое по бокам были моложе и заметно беспокойнее, переступали лапами, держали уши прижатыми. Валерий сделал шаг назад. Егор не двигался и ничего не говорил. Волки стояли. Валерий смотрел на них с тем выражением, которое Егор хорошо знал. Смесь страха и попытки этот страх не показать. Серый сделал 2 шага вперед и остановился. Звук повторился, тот же низкий, ровный, без нарастания. Не агрессия, но и не безразличие. Четкое обозначение границы. Валерий сказал, что капканы вернут к вечеру. Развернулся и пошел в лес, не оглядываясь, но быстрее, чем пришел. Егор смотрел на Серого. Волк постоял еще немного, потом повернулся и ушел в лес. Молодые ушли следом. Капканы действительно вернули к вечеру. Принес другой человек из бригады. Молодой, молчаливый, сложился у ворот и ушел, не сказав ни слова. Все 7 капканов были на месте, не повреждены. Бригада ушла с района через 2 дня. Егор узнал об этом от Гущина, который слышал от кого-то еще. Официальных объяснений не последовало. Егор занес капканы в сарай, пересчитал и повесил на прежние места. Вечером, когда стемнело, сидел у окна и смотрел на опушку. Там никого не было. Но он знал, что стая где-то рядом в пределах слышимости, в пределах реакции. Это знание было странным образом успокоительным. Осенью 2009-го Егор нашел ее у того же крыльца, где 12 лет назад лежал Серый. Волчица была старой, по меркам дикого зверя очень старой. Шерсть свалялась на боках, ребра выступали под кожей, дыхание было частым и поверхностным. Она лежала на нижней ступеньке и смотрела на Егора теми же янтарными глазами, которые он помнил с 97-го. Не мигающими, прямыми, без страха. Он сразу понял, что она умирает, и понял, что она пришла сюда намеренно. Егор постоял на пороге минуту, потом зашел в дом, принес старую фуфайку и кусок вареного мяса. Положил фуфайку рядом с волчицей. Не под нее, просто рядом, чтобы не пугать резкими движениями. Мясо положил в полуметре от ее морды. Она не шевельнулась. Он сел на верхнюю ступеньку и стал ждать. Через полчаса она медленно вытянула шею и понюхала мясо. Не взяла. Просто понюхала и положила голову обратно на лапы. Дыхание оставалось частым. Левый бок при каждом вдохе поднимался с заметным усилием. Серый появился через час. Вышел из леса один, без молодых, и лег в снег в 10 метрах от крыльца. Просто лег и смотрел на мать. Не подходил к ней, не скулил. Лежал неподвижно, как лежат звери, когда ждут чего-то неизбежного. Егор сидел на ступеньке между ними и никуда не уходил. Волчица умерла в 3 часа дня. Дыхание просто стало реже, потом остановилось. Без судорог, без звука. Она так и лежала с головой на лапах, и если бы не полная неподвижность боков, казалось бы, что спит. Серый встал. Подошел к крыльцу медленно, с опущенной головой, остановился в метре от тела матери и стоял так долго. Егор потом пытался вспомнить, сколько именно, и не мог. Может быть, 5 минут, может быть, 15. Потом поднял морду и завыл. Егор никогда не слышал такого звука близко. Он слышал волчий вой много раз за 20 лет. Далекий ночной, как часть пейзажа. Но сейчас это было в 3 метрах от него, и это было совсем другое. Не сигнал и не предупреждение. Что-то, для чего у людей тоже нет точного слова, но смысл которого понятен без перевода. Из леса ответили. Сначала один голос, потом еще 2. Стая держалась где-то на опушке. Егор не видел их, но слышал. Серый замолчал. Постоял еще немного над телом матери, потом повернулся и посмотрел на Егора. Прямо долго. Так же, как смотрела волчица в 97-м, когда оставила щенка у его двери. Тот же взгляд, то же расстояние, та же пауза. Потом он ушел в лес. Егор похоронил волчицу за двором, у старой лиственницы, которая росла на краю вырубки. Земля уже подмерзла, и копать было тяжело. Он работал больше 2 часов. Могила вышла неглубокой, но он уложил туда фуфайку и засыпал ровно. Никакого знака не поставил, просто запомнил место. В ту ночь он долго не мог заснуть. Лежал и думал о том, что волчица прожила в дикой тайге больше 12 лет. Это исключительный срок для дикого зверя. Что она вырастила несколько пометов, что ее стая держала участок все эти годы, и что в самом конце она пришла умирать туда, куда 12 лет назад принесла умирающего щенка. Он не знал, что это значит с точки зрения биологии или инстинкта. Возможно, ученые объяснили бы это какой-нибудь территориальной памятью или реакцией на знакомый запах. Возможно. Но Егор думал о кое другом. Он думал о том, что она принесла ему щенка в ноябре 97-го, что Серый вышел к его двору в декабре 2004-го именно тогда, когда было нужно, что стая держала его участок под наблюдением все эти годы, и что в конце волчица выбрала его крыльцо. Это была не случайность и не инстинкт. Это было что-то, что работает по тем же правилам, что и человеческая память, только надежнее.
Следующей зимой Серый перестал появляться у двора. Егор заметил это в январе 2010-го. Следы стаи на участке были, но характерный крупный след с асимметрией левой задней лапы больше не встречал. Он обошел весь периметр трижды за февраль. Ничего. Стая продолжала держать территорию, но Серого среди них не было. Волки в дикой природе редко доживают до 12 лет. Серому было столько, а возможно и больше. Егор принял это спокойно. Так же, как принимал гибель зверей на участке после долгих зим. Смерть в тайге не требует объяснений. Она просто случается, когда приходит время. Егор продолжал жить в избе. В 2012-м ему исполнилось 60 лет, и он впервые всерьез подумал о том, чтобы сократить участок, не уходить совсем, просто работать меньше, ближе к дому. Сердце держалось, но врач в районной больнице сказал прямо, что второго инфаркта в тех же условиях он может не пережить. Егор сократил участок, убрал дальние ловушки, сдал часть угодий в аренду молодому охотнику из поселка. Оставил себе ближний радиус, 3 километра вокруг избы. Хорошо знакомый, весь исхоженный за 25 лет. Наташа приехала навестить его летом того же года. Первый раз за долгое время. Привезла внука, которому было 4 года. Мальчик звался Антоном и боялся леса первые 2 дня, а на третий уже бегал по двору и требовал показать ему следы зверей. Егор показал. Они вдвоем обошли ближний периметр, и Антон тыкал пальцем в следы и спрашивал, чьи они. Егор объяснял. Лиса, заяц, рябчик. У старой лиственницы на краю вырубки мальчик остановился и спросил, что здесь закопано. Егор ответил, что волчица. Антон спросил, почему здесь. Егор подумал и сказал, что она сама выбрала это место. Антон принял это без вопросов, так как дети принимают вещи, которые взрослые не могут объяснить. Наташа, когда узнала всю историю целиком, тем еще не по частям, как слышала раньше, а от начала до конца, долго молчала. Потом спросила, почему он никому не рассказывал. Егор ответил, что рассказывал. Гущину, Диме, еще нескольким людям просто никто не знал, что с этим делать. Это был честный ответ. История не укладывалась ни в один привычный порядок вещей, ни в научный, потому что поведение волчицы и Серого выходило за рамки задокументированных моделей. Ни в сказочный, потому что все происходило буднично, в реальном морозе, с реальной болью в груди и реальными следами на снегу. Просто факты, которые сложились в определенную последовательность. Зоологи, которым Егор позже описал случай с декабрем 2004-го, как Серый вывел его к Гущину, предложили несколько объяснений. Волки чувствуют изменения в поведении человека. Они реагируют на запах адреналина и кортизола, которые выделяются при сердечном притоке. Возможно, Серый почуял неладное еще ночью и вышел к двору не случайно. Это правдоподобно. Это даже вероятно. Но ни один зоолог не объяснил, почему он повел Егора именно в ту сторону, где через 40 минут оказался снегоход Гущина. И почему остановился ровно тогда, когда звук мотора стал слышен. Вопрос, с которого начинается эта история, способен ли волк помнить добро и возвращать долг, не имеет научного ответа. Наука говорит, что у волков нет абстрактного понятия долга, что их поведение определяется инстинктами, иерархией стаи и территориальными интересами. Но вот факты, которые не оспаривает никто. Волчица принесла умирающего щенка к порогу человека в ноябре 97-го. Человек выходил щенка и отпустил. 7 лет спустя этот щенок, ставший взрослым волком, вышел к двору того же человека в момент, когда тот умирал от инфаркта, и привел его к единственному человеку в радиусе 20 километров. 12 лет спустя волчица пришла умирать на то же крыльцо, где оставила щенка. Называть это долгом или не называть, каждый решает сам. Егор называл это именно так. Не потому, что читал об этом в книгах или слышал от ученых, а потому что стоял на этом крыльце трижды, в 97-м, в 2004-м и в 2009-м, и каждый раз видел одно и то же. Зверь пришел, сделал то, что должен был сделать, и ушел. Долг был принесен, долг был возвращен, долг был закрыт. Все остальное — вопрос того, как вы решите это называть.